Сегодня мы займемся заменой отработавших свой срок литиевых батарей на аккумуляторе шуруповерта. Новые аккумуляторы от фирмы Samsung имеют напряжение 3,7 вольта, силу тока 20 ампер и объем 2500 мАч, что значительно выше предыдущих отработавших. Все, что нам понадобится для этой замены, вы видели выше. Я уже приступил к разборке аккумулятора, нам необходимо достать микроконтроллер с батареями. При демонтаже припаянных проводов будьте аккуратны, не замыкайте их между собой, чтобы не получить неприятных эффектов. Сейчас нам необходимо будет демонтировать никелевые пластины. Сделать это будет достаточно непросто, потому что они запаяны контактной сваркой. Далее рекомендую вам сделать фотографию, как были установлены провода на данной связке батарей, так как они установлены определенным образом и перепутать их будет нельзя. На данный момент у меня все полностью разобрано и готово к установке новых батарей. Да, я знаю, что называть их батареями не совсем верно. Это литиевые аккумуляторы высокой мощности. Также я приобрел медное жало для своего паяльника, потому что с ним работать будет намного проще. Теперь наносим флюс на контакты новых батарей, а также на контакты никелевых пластин, чтобы произвести лужение и припаять никелевые пластины к батареям. Делаем мы это потому, что у меня нет контактной сварки, чтобы сделать так, как было на заводе. Чтобы избежать взрыва батареи с эффектами, необходимо соблюдать некоторые правила техники безопасности. Во-первых, пайку необходимо производить на разряженных батареях. Второе, аккумуляторы нельзя перегревать, поэтому делаем все максимально быстро. Если же быстро не получается, есть смысл поместить батареи в емкость с трансмиссионным маслом, что не даст им быстро нагреваться. Далее очень важно защитить плюсовые контакты. При пайке плюсовых контактов вы можете запросто повредить защитную пленку батареи и сделать замыкание. Поэтому наклеиваем сюда специальные диэлектрические колечки. Их можно вырезать из любого диэлектрического материала. Осталось дело за малым — припаять все на место. Не зря я говорил сделать вам фото, потому что без определенных знаний в электрике сделать это интуитивно будет невозможно, так как необходимо организовать связку батарей проводами с микроконтроллера определенным образом. Да, пайка у меня получается не самым красивым образом, но зато прочно и надежно. Обратите внимание на нижнюю связку батарей. Снизу желтый провод припаян к минусу одной из батарей. И никелевая пластина припаяна к плюсу и минусу двух оставшихся батарей. Плюс батареи, к оборотной стороне которой припаян желтый провод, будет припаян пластиной к минусу рядом стоящей батареи. Ну и красный провод будет припаян к плюсу оставшегося аккумулятора. Ну, разъяснил так разъяснил. В общем, лучше сделайте фотографию. Можете еще раз убедиться, что связку, организованную из 3 аккумуляторов, я запаял правильно. Далее хорошенечко убедился, что я нигде не создал замыкания, также что везде я проложил диэлектрические прокладки, особенно между микроконтроллером и батареями. Далее важно установить контакты в контактную группу правильно, то есть плюс к плюсу, минус к минусу и так далее. Настало время проверить, будет ли заряжаться наш аккумулятор, а также не будет ли он нагреваться или не будет ли из него идти странный дымок.
Ну что ж, зарядка пошла, ничего не взорвалось, вроде все хорошо. Прошло некоторое время, аккумулятор не греется и пока что заряжается. Позже я проверил аккумулятор в шуруповерте, никаких претензий к литиевым аккумуляторам нет, работают они хорошо и долго. Напоследок хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто поддерживает канал любыми способами.